На самом старте второго тысячелетия, а именно 30 января, в небольшом японском городке Инабе на свет появился малыш Юджи. И кто тогда мог представить, что этот мальчик меньше чем через 20 лет по сути начнет писать современную историю волейбола? Как обычный японский паренек за 3 года прошел путь от простого игрока с крутым прыжком до суперзвезды мирового уровня? За счет чего диагональный обрел такую славу? Ведь многие уже сейчас его называют лучшим игроком мира. Заслуженно ли? Давайте с этим сейчас попробуем разобраться. Так что не вижу смысла больше тянуть. Поехали! Сперва давайте разберемся со званием лучшего игрока. Что вообще это значит и по каким критериям можно определить лучшего в мире волейболиста? В отличие от футбола, где вручается золотой мяч, который с большей вероятностью достается нападающим, и в отличие от баскетбола, а именно Национальной баскетбольной ассоциации, где вручается MVP регулярки и финала, в волейболе звание лучшего игрока можно получить лишь в рамках определенных турниров. Лучший игрок лиги, кубка и тому подобное. Как такового звания лучшего волейболиста в мире или хотя бы на континенте не предусмотрено. Да и в целом не так активно это обсуждается в волейбольном сообществе. Ну так и как же тогда определяют лучшего игрока в волейболе? Как по мне, в данном виде спорта это происходит более справедливо. Ведь тут не всегда смотрят на количество забитых мячей или еще какие-то статистические показатели. А в основном такие игроки определяются степенью влияния на игру команды. Поэтому данную награду может получить не только крайний нападающий, но и связующий, и даже центральный. Возможно, такой приз когда-то получал и либеро, но лично я такого сразу и не припомню. Если вам есть что сказать по этому поводу, то обязательно пишите внизу в комментариях. Ну так вот, если брать последние десятилетия, то только 2 персонажей лично я могу назвать лучшими игроками мира. Сперва это был Дмитрий Мусерский, который даже находясь в центре сетки умудрялся чуть ли не в одиночку контролировать ход игры. А про Олимпиаду 2012 года, думаю, все до сих пор помнят. Ну а в последние свои сезоны в казанском «Зените» на звание лучшего уверенно претендовал Вильфредо Леон. И думаю, также нет смысла объяснять, по каким это было причинам. И вот сейчас многие считают, что таким игроком является никто иной, как японец Юджи Нишида. А особенно эти разговоры начали набирать оборот после успешного выступления на последнем Кубке мира, где Юджи был признан лучшим диагональным турнира. Но достаточно ли этого, чтобы считаться лучшим в мире? Давайте с этого момента и начнем разбирать японца с точки зрения лучшего игрока. И будем мы это делать, основываясь на таких факторах, как популярность, влияние, уровень игры и конкуренция. Ну и начнем с популярности. За последние годы многие волейбольные каналы, ну, кроме моего, конечно, начали сильно набирать аудиторию. И данный рост был вызван нереальной популярностью спокойных IQ. И вот угораздило же именно в этот момент на радарах сборной Японии появиться Юджи Нишида, которого автоматически начали ассоциировать с Сё Хинатой из-за невысокого роста и очень крутого прыжка. Но и уже тогда любое видео с Юджи на ютубе набирало огромное количество просмотров. Да что далеко ходить, даже на моем канале самое популярное видео именно с Нишидой. Так что в плане узнаваемости диагональный сейчас определенно на первом месте. И вот на этом имени и пытаются сейчас выехать Asics, выпустив достаточно сомнительные кроссовки за конский прайс. Но при этом японец не сильно-то работает над своим образом и медийностью, что как по мне больше минус, чем плюс. Ведь он может стать лицом всего волейбола в целом и вывести популярность данного вида спорта на новый уровень. Но, к сожалению, над своей медийкой в данном виде спорта работают лишь единицы. Но что точно сейчас делает Нишида, так это заставляет детей идти в волейбольные секции. А особенно тех, кто сомневается в том, что сможет быть высоким. Ведь если низкорослый по меркам волейбола Нишида смог выйти на звездный уровень игры, значит смогут и остальные. Но настолько ли хорош в игровом плане Юджи? Давайте сейчас про это и поговорим. Раз уж за звездность Нишиды заговорили именно после Кубка мира, давайте на его фоне и разберем уровень Юджи. Не по чемпионату же Японии нам судить. Сборная Японии на этом турнире добилась достаточно солидного результата, а именно 4-е место в итоговой таблице, где они оказались выше Аргентины, России, Италии и Ирана. А сам же Нишида стал 3-м в списке бомбардиров данного турнира. И сразу же общественность начала говорить, что сборная Японии во главе со своим монстром вертикального прыжка непременно поборется за медали на предстоящей Олимпиаде. Так, вернемся к цифрам. Нишида набрал 174 очка за 10 игр, что по среднему количеству очков за матч позволяет ему даже оказаться первым
А это все при реализации выше 55% и обилии эйсов. Действительно, по-настоящему топовое выступление. Но если вспомнить, что все это происходило на домашней площадке, плюс сборная была по сути в сильнейшем составе и в стабильном сочетании, то на фоне других неукомплектованных команд это естественно дает преимущество. Ведь из сильных сборных в близком к оптимальным составам играли только Бразилия и Польша, которые заняли первые две строчки таблицы. А ведь сыграться на уровне сборных всегда очень тяжело. И даже если у вас будут лучшие игроки по позициям, но все они из разных клубов, то это может стать тем самым камнем преткновения. Но вот возьмем даже сборную России, где есть Артем Волевич. Человек явно не является лучшим на своей позиции в стране, но из-за отличного взаимодействия с Будько он нередко пробивается даже и в стартовый состав. Также и Павел Круглов. Из-за многолетних связей с Сергеем Гранкиным он также неплохо себя проявил на Кубке мира. Ну и одним из ярчайших примеров является сборная Франции образца 15-17 годов. По сути, не имея каких-то мощнейших исполнителей, они умудрялись побеждать как и на Евро, так и в мировой лиге. И все это было на фоне неизменного состава на протяжении всех этих лет. Вот примерно так же и сборная Японии выглядит сейчас. Почти неизменный состав на протяжении многих лет, в особенности если взять ключевые позиции. Плюс домашняя поддержка сделали свое дело. Но, как по мне, даже успех сборной Словении на Евро выглядит куда круче, чем 4-е место сборной Японии в Кубке мира. Но что-то про Урнаута и Чебуля после этого турнира больше говорить и не стали. Но вернемся непосредственно к Нишиде и его 3-му месту в списке бомбардиров, на который мы сейчас давайте и посмотрим. И тут мы увидим, что на 1-м месте у нас Габриэле Нелли. Да-да, тот самый диагональный Белогорье, которого купили не то чтобы существенно усилить команду, а просто потому, что больше никого и не было на рынке. Заслуг Юджи это, конечно, не умаляет, и выступил он топово, особенно если брать в расчет статистику. Но тянет ли это на уровень лучшего игрока в мире? Навряд ли. И я объясню почему. Есть у японского диагонального одна очень большая проблема, а именно возможность нападать с передней линии. И в особенности на медленных и высоких мячах. Тут-то как раз выступает в роль его небольшой рост. Про это я раз за разом говорю и в жизни, и на канале. Но меня никак не могут услышать. Вообще не имеет значения, какой у тебя прыжок, если ты низкого роста. А Нишида 186 сантиметров. То уже не так-то и мало по меркам среднестатистического человека. Особенно японца. Тут даже матч особо смотреть не нужно. Просто взгляните на любую нарезку с участием диагонального, и вы увидите, что большую часть видео займут атаки с задней линии. Ведь на передней линии он испытывает огромные трудности. Да, в последние годы он сильно преобразился и стал больше забивать тяжелых мячей с передней линии, но это все равно крохи в сравнении с топовыми нападающими. А знаете ли, хотелось бы иметь более уверенную реализацию при 3 нападающих на передней линии, что по сути является самой тяжелой расстановкой для блокирующих соперника. И вот как минимум этот факт не позволяет на данный момент считать Юджи Нишиду лучшим игроком в мире, или хотя бы на своей позиции. Как по мне, многие болельщики не сильно пытаются разобраться в таком моменте, как влияние на игру. Большинство следит лишь за красивыми нападающими ударами, подачами и прочими волейбольными ништяками. Но есть такие люди, которые выполняют много черновой работы, позволяющей его команде добиваться успеха. Поэтому награду лучшего игрока матча, тура или даже турнира может вполне себе получить связующий, так как его влияние на игру очень велико. Когда он все делает хорошо, то его работа может быть и незаметна. Но стоит ему начинать ошибаться, как это сразу же бросается в глаза. Ну в общем, к чему я веду? Оказывает ли Юджи Нишида сейчас наибольшее влияние на игру своей команды? Если брать Стингс, то возможно. Особенно если брать в расчет финал Кубка Короля, где японец набрал 37 очков. Но является ли диагональный таким же альфа-самцом на территории сборной? Как по мне, отчасти. Но все-таки основную нагрузку на себя забирает Ишикава. Ведь даже с учетом, что доигровщики помимо приема на себя еще берут атаки с большинства выбитых мячей, и даже при всем этом Юки набрал практически идентичное количество очков, как и Нишида. А ведь забивать мячи это непосредственно задача диагонального. Так что, как по мне, сложно называть лучшим в мире игрока, который даже не является лучшим в своей команде. Ну и наконец вопрос конкуренции. Точнее, конкурентоспособности чемпионата и команд на уровне сборных. К чему этот параметр? Ну, как минимум, ты можешь выглядеть потрясающим игроком на фоне более слабых соперников. Да, чемпионат Японии является достаточно плотным в плане защиты, но все это раскрывается из-за не самых сильных нападающих.
А на уровне сборных, как я уже говорил ранее, за счет худшей сыгранности чуть проще набирать очки, чем это было бы на высоком клубном уровне. Поэтому мы неоднократно видели игроков, которые шумели на уровне национальных команд, но не были такими же яркими персонажами в клубах. И, как правило, именно диагональные и задают тон на международных турнирах. Ну и вторая причина – это естественное развитие. Достаточно тяжело развиваться в условиях, где ты и так номер один. Есть одно простое правило. Хочешь быть лучшим, нужно играть с лучшими и побеждать лучших. И чтобы стать еще на уровень выше, Нишиде нужно обязательно перебираться в какой-нибудь сильный европейский чемпионат, как это сделал тот же Ишикава. И как вы можете заметить, Юки далеко не самый топовый доигровщик в итальянской лиге. И далеко не факт, что Нишида серьезно превзойдет его по уровню, по крайней мере на первых порах. Как вы уже, наверное, поняли, на данный момент очень рано называть Юджи Нишиду лучшим игроком в мире. Ведь он не то, что не является лучшим даже на своей позиции в мире, да он, по моему мнению, даже в сборной Японии номер 2, если рассматривать непосредственный вклад в игру. Но не стоит забывать, что диагональному всего-то 20 лет. И по сути вся карьера еще впереди, так что выйти на высочайший уровень вполне себе возможно. Но низкий рост все-таки будет большой проблемой. Да и естественно придется перебраться в более конкурентный чемпионат, чтобы продолжать прогрессировать. Но и нельзя не отметить все то, что уже сейчас Нишида делает для популяризации волейбола. В этом компоненте он скорее всего уже лучший в мире прямо сейчас. Надеюсь, данный ролик вам понравился и вы оцените его лайком. Также обязательно жду вашего мнения в комментариях, которых, я полагаю, будет предостаточно. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока!